Привет, друзья! Всем привет! С вами, как всегда, Макс. И, как всегда, Юля. А кто еще? Кто еще, Юля, сюда придет и начнет, разговаривать? Да ладно, у тебя было много гостей. Ну, да. Но в этом доме мы можем поговорить только с тобой, поэтому сегодня мы решили с Юлей обсудить тему медицины в России. Медицина в России платная, медицина в России бесплатная. Что можно получить бесплатно, что можно получить платно, да? Да. И как вообще люди относятся к бесплатной медицине, что они выбирают, да? Угу. Давай начнем, наверное, с самого начала. В России медицина платная или бесплатная, Юля? Хороший вопрос, Макс. Смотри, мы привыкли думать, что у нас медицина бесплатная. И в целом, глобально, так оно и есть. Потому что, действительно, ты можешь обратиться в городскую поликлинику или больницу, и там с тебя не попросят денег. Но у нас у всех есть такая штука, которая называется обязательное медицинское страхование. И, по сути, именно через это обязательное медицинское страхование и оплачиваются, да, все медицинские услуги. А кто платит за обязательное медицинское страхование? Понятно. То есть, получается, у нас как бы бесплатная медицина, но все равно кто-то ее оплачивает. Да. И оплачиваем ее мы, обычные люди, с помощью страховки. Да? Эта страховка — это обязательное медицинское страхование, ее нельзя не платить. Да, это как некий налог, да, взнос вот в эти социальные фонды. Да. Если ты работаешь в компании, да, ты сотрудник, то работодатель платит эти социальные взносы. За тебя платит твоя компания. А если ты предприниматель, то как это устроено? Если ты предприниматель, ты сам платишь, обязательно платишь в налоговую службу, да, ты платишь деньги. Хорошо, то есть получается, что мы платим деньги, но если у меня нет работы, если меня уволили, или если мой бизнес закрылся и у меня нет работы, я полгода не работаю, я буду получать медицинскую помощь или я не буду получать медицинскую помощь? Ты будешь получать медицинскую помощь. Потому что, условно, медицинскую помощь получают дети с рождения. Конечно, они не платят, да, никаких еще взносов. Но это как мы платим налоги, все работоспособное население, и все эти деньги перераспределяются, чтобы все, там, и пенсионеры, и младенцы, да, и люди там с работы или без работы могли получить вот эту медицинскую помощь. Ясно. То есть безработные люди, получают медицинскую помощь за счет налогоплательщиков. Да нет, на самом деле я считаю, это нормальная система. Да, я согласна, что это здорово. Это хорошо, это хорошо. Окей, мы выяснили, это бесплатная медицина, да, так скажем. Это, кстати, вопрос хороший. Много ли люди платят за бесплатную медицину? Много ли ты платишь за ОМС, за обязательное медицинское страхование? Слушай, я работаю в компании, за меня платит компания. И ты не знаешь, сколько Я она не платит. помню, какие там взносы. Вот совершенно не помню. Там, скорее всего, какой-то процент от твоей зарплаты. Я знаю, как это происходит у индивидуальных предпринимателей. И я знаю, что индивидуальный предприниматель в год за себя и за пенсию, и за медицинское страхование платит примерно 40 тысяч рублей сейчас. Это, где-то $600, да, наверное? 650 долларов в год ты платишь, и это и пенсионная часть, и медицинское страхование. Хорошо, с бесплатной медициной все понятно. А что у нас с платной медициной? Почему, если есть бесплатная медицина, люди периодически обращаются к платным врачам в платные клиники? Действительно, платных клиник очень много. И зачастую люди через работодателя или даже самостоятельно покупают себе
ДМС, дополнительное медицинское страхование. Добровольное, по-моему, нет? Добровольное. Да, добровольное медицинское. Добровольное медицинское страхование, которое позволяет тебе получать медицинскую помощь в платной клинике. Потому что обычно платная медицина это достаточно дорого. Почему люди обращаются в платные клиники? Зачастую потому, что когда ты идешь в платную клинику, у тебя есть возможность получить более качественное обслуживание. Да, сервис. Сервис, да. Сервис, я бы сказал, плюс большее количество, лучшее техническое обеспечение в клинике. Экономия времени, опять-таки. Да, экономия времени. Ну и как бы остальное уже зависит от врача. Это правда, да. Врач может быть хороший и в бесплатной клинике, и в платной клинике. Быстрый пример. Я недавно обращался к врачу с одной проблемой. Я пошел в платную клинику. Она здесь рядом. Я хотел сделать все быстро и получить сервис. В итоге я туда ездил несколько раз. Я отдал огромную кучу денег, и в ответ я получал только разные анализы, там кровь, там это, все анализы взяли, и так и не смогли, врач так и не назначила лечение. То есть врач не сказала, что делать. Она посмотрела на анализы, интересно, у тебя есть проблема вот здесь, тебе нужно сдать еще вот этот анализ. И, это было бесконечно долго. И я решил, нафиг, его нафиг, и пошел в бесплатную клинику. Врач взял мои анализы, такой, ага, вот, держи, вот твое лечение. То есть, всегда нужно понимать, мне кажется, зависит от врача, да? Мне кажется, что да, всегда все зависит от врача, но в целом, если ты идешь в частную клинику, ты действительно экономишь зачастую себе нервы, да, потому что ты уверен, что там тебя никто не нахамит. Сервис, да, как-то грубо к тебе не отнесется, а для меня, например, это важно. Я боюсь врачей с детства, поэтому я стараюсь... Давайте вам укольчик поставим. Поэтому я стараюсь всячески, для того, чтобы дойти до врача, все-таки с какими-то проблемами там, или для профилактики, я стараюсь себе уровень стресса снизить, поэтому я часто обращаюсь в частные клиники. Хорошо, но вот мы рассказали про ОМС, про ДМС, но я ходил к врачу без каких-либо ОМС, ДМС. То есть с ОМС ты идешь в поликлинику, в государственную поликлинику, получаешь бесплатную, или почти бесплатную помощь медицинскую. А если ты идешь по ДМС, все понятно. Ты купил полис, и ты идешь. Да, у тебя что-то включено в этот полис, что-то не включено, и ты платишь дополнительные деньги. Но есть еще вариант вообще без полисов. Ты можешь просто пойти в клинику и просто посетить там врача. То есть просто заплатить деньги без полисов и просто получить... В частную ты имеешь в виду? В частную клинику, да. Да, ты можешь так сделать, просто это будет гораздо дороже. Да, я это уже знаю. Там один прием у врача, в Москве и в Петербурге в среднем стоит 2500-3 тысячи рублей, вплоть до 4000 рублей. Только прием. Естественно, тебе врач скажет, без УЗИ, без анализов, я тебе ничего не скажу. Да, и пошло-поехало. Вот этот... Да, и по факту иногда получается, что там одно лечение в целом может уже выйти в сумму страховки на год. Да. И еще момент. Вот что ты думаешь по поводу бесплатных врачей в поликлиниках и врачей в платных клиниках? Когда врач заинтересован финансово в том, потому что в платных клиниках врачи заинтересованы, чем больше ты денег отдашь за анализы, за то, что врач порекомендовал, тем больше врач получит денег, правильно же? Не знаю, там вряд ли прям совсем процентное какое-то соотношение, но там явно есть бонусы за продажу дополнительных медицинских услуг. Да, по-любому врач получает бонусы, то есть это выгодно. То есть получается, что врачу выгодно, чтобы ты... То есть врачу выгодно не быстрее тебя вылечить, а врачу выгодно
чтобы ты потратил больше денег. И вот здесь, мне кажется, главный конфликт. Вот в бесплатной поликлинике от тебя хотят скорее избавиться, чтобы ты скорее ушел, чтобы ты не приходил. Это можно сделать либо просто уничтожив тебя физически, либо вылечив. Да? Либо убить, либо вылечить. Но так как убивать врачи не хотят, приходится лечить. Да. Хорошо, последний момент. Вот как ты себе представляешь поликлинику, вот эту бесплатную поликлинику? Я так вышла, что долгие годы, начиная с детства, я преимущественно пользуюсь частными клиниками. У меня у родителей всегда были ДМС на работе. Потом я тоже ходила и платила, и я давно не была в поликлинике, но поликлиника там 20-летней давности — это такое страшное желтое здание, где очереди, где куча пенсионерок, которые заняли эти очереди с утра. Да, ты приходишь, стоит очередь, ты такой, кто последний? И вот это начинается, я последний, нет, я последний, но после меня еще девушка, она отошла, она последняя. Та девушка приходит, ой, а за мной еще 2 человека, они отошли. И ты пытаешься понять, кто последний в очереди, кто за кем я. И тут дверь открывается, люди начинают туда ломиться. Обязательно есть люди, которые приходят и говорят, мне только спросить. Да, мне только спросить. Стоит очередь, и человек такой подходит мимо очереди и такой, мне только спросить. И там полчаса сидит у врача. Это ад, это ад. Да, но я знаю, что сейчас, по крайней мере, если говорить про Москву и Питер, я не могу говорить про другие города, я не обращалась за медицинской помощью там, но я знаю, что в Москве и в Питере есть какие-то качественные изменения к лучшему. Вот ты говоришь, что ты недавно ходил в поликлинику. Да, я недавно ходил в поликлинику, и для меня это был просто, как ты там говоришь, отвал башки, да? Отвал башки. Просто отвал башки. Потому что я обалдел. Я увидел, я пришел в обычную городскую поликлинику. Я был готов, что там будут очереди, что там будут врачи вот такие. Ну чё у тебя? Да? Но я пришел, и я увидел какие-то терминалы, сенсорные экраны. У каждого кабинета тоже сенсорные мониторы, все, запись к врачу, везде все автоматизировано. То есть настолько все изменилось за те годы, что я не ходил в поликлинику, я честно обалдел. Ты можешь везде онлайн зарегистрироваться, да? Да, ты можешь записаться к врачу онлайн, ты можешь оценить работу врача онлайн, ты получаешь онлайн результаты анализов. То есть все присылают, не нужно звонить, да, не нужно ехать никуда. Да, раньше такое было только в частных клиниках, а сейчас такое в обычной поликлинике. И я даже понял, почему я плачу деньги. Я действительно плачу деньги, и что-то происходит. Это очень круто. Получается, это очень круто. В целом можно пользоваться и, да, бесплатной медициной. В целом, да, я в следующий раз, я уверен, что я пойду в эту поликлинику. Конечно, там врач, там вот этот как бы сервис, да, то есть врач, он был менее доброжелателен, да, то есть он не был «Здравствуйте, Максим Сергеевич, как хорошо, что вы пришли, я вас так ждал, ну заходите, сейчас я вам помогу». Ну ладно, Такого в частной тоже так не часто бывает. Ну, да, я согласен, но в то же время он, то есть это было так, ага, значит, что-то на компьютер у врача, там что-то делает, что беспокоит, я рассказал, он посмотрел анализы, такой вот, ваше лечение, пожалуйста, там, и потом все коротко, быстро, но все мне объяснил. Это поэтому, это из-за этого, то есть он не просто что-то мне дал, и я ушел, а он объяснил мне, ну, это реально круто. Да. То есть не было какой-то улыбки, радости там и так далее, но было вот то, что мне нужно, то я и получил. Очень здорово. Поэтому я доволен. Да. И последнее, наверное, здорово, что сейчас есть такая история, как диспансеризация. Да. То есть это как профилактический осмотр, когда тебя ничего не беспокоит,
но ты можешь прийти и бесплатно пройти определенное обследование, чтобы узнать, что у тебя нет каких-то серьезных проблем. Да, раз в 3 года каждый россиянин может пойти к врачу бесплатно, чтобы проверить здоровье. Это как раз то, что я делал. Там холестерин в крови, сахар, глюкозу, да, УЗИ, флюорография. Короче, такое базовое обследование. Да. В общем, друзья, медицина в России меняется. По крайней мере, в больших городах. По крайней мере, в больших городах. Это очень радует. Да, это приятно. Это радует. Так что на этом у нас все. До встречи в следующем ролике. Будьте здоровы. Да, пока-пока.